В интернете вообще никто ни за что не отвечает. Тебе крепостному мне понятно. Я вас до этого никогда не видел и не знаю, о чем вы вообще-то говорите. Но исходя из тех вопросов, которые вы задали, я думаю, что вы не российский государственник. Быстрее всего, вы член пятой колонны. Здравствуйте. О, привет, братуха, как ты такой? Что-то вас очень плохо слышно. Говорю, привет, братуха, как ты, родненький, нормально все? Почему братуха? Окей, не братуха. Как ты не братуха, нормально все? Мгм. Все отлично. Скажите, пожалуйста, а как у вас настроение? Ну, круто все, да. Я родом из Саратова, 26-й год. Живу в Филадельфии с 2007 года, американец. Ты, братуха, откуда? Я из Москвы. Москва, круто. Москва, кстати, очень популярный город в США последних несколько дней. Прекрасно. Тогда слушайте, у меня к вам есть вопрос. Скажите, Окей. пожалуйста, как вы считаете, может ли блогер прикрыться фразой, что я просто сказал свое мнение, если после его слов началась какая-то травля или преследование или ненависть? Русский, я не понял, что ты хочешь сказать, честно говоря. Ты заканчивала курсы по вопросам, сколько заплатила? 5000 рублей или больше. А вы русский язык не понимаете? Какой-то блогер что-то там сказал, что-то не сказал. Что там блогер, что хочет, то и говорит. Кто ты такой, блядь, чтобы запретить какому-то блогеру что-либо говорить? Ну, я Ты кто такой? я вижу, что у вас, видимо, какая-то симптоматика Я тебе задаю встречный вопрос. Кто ты такой, чтобы запретить кому-либо что-либо говорить? Можешь ответить? А я никому ничего не запрещаю, но вы не ответили. Ну, так Вы о чем мы с тобой вы не общаемся? вы не В чем твой тогда вы вопрос? не от В чем тогда твой вопрос? я его уже озвучила, но вы на него не стали отвечать. Ну, так нет, так он сам по принципе. Может ли человек что-либо сказать? Может, блядь, все, что хочет. Мой ответ – все, что хочет. Вы плохо расслышали. Тем более в чату рулетки. Мгм. Прек Прикрываться фразами, не прикрываться фразами. Все, что хочет. От Может. Ты понял? от Или нет? Или тебе тяжело? Отлично. Тогда скажите, а должен ли он отвечать тогда за последствия своих слов? Может все, что хочет. Может отвечать, может не отвечать. Мгм. Это как бы понимаешь. Понятно. А какая степень ответственности? А какая В степень интернете я тебе какая степень ответственности? объясняю. В интернете вообще никто ни за что не отвечает. И никакой ответственности не несет. На то он интернет. Естественно, в свободных странах. А если это где-то в Руснено, и ты скажешь, сейчас Путин завтра за тобой придет ФСБ, и тебе или там скажешь, сможешь? Не сможешь, потому что ты сцикливый, типичный русский богатырь. Вот и все. В свободном интернете можешь все что угодно. Мгм. Тебе крепостному не понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как-то вас очень плохо слышно. Да не может М. быть. Вас хорошо слышно. Ну, у вас просто там, на улице какой-то, звук идет еще параллельно, поэтому плохо вас слышно. Да. А вы откуда? Я в Калифорнии живу. Прекрасно. Я из Москвы, Россия. Скажите, пожалуйста, а вы блогеров смотрите? Редко. А в рулетку зачем заходите? Чтоб скучно А. не было. Ну, а скажите, а вот если вы, блогеров хоть и редко смотрите, как считаете, может ли блогер прикрываться фразой, что я просто так, высказал свое мнение, после которой, например, начиналась какая-то травля или какая-то ненависть,
Слушай, я не... Разбирайтесь с вашими блогами вы сами. Мне как-то А все при чем равно. здесь это ваше мнение, я спрашиваю. Вот как вы считаете? Ну, еще раз говорю, я вне конфликта, я над конфликтом. Я не участвую в блогерских конфликтах. Я слышал про это, что там они между собой что-то не поделили, но вот это мне скучно и совершенно не Я не, интересует. Кто там что-то может, кто не может. я не об этом вопрос задавала. У вас есть другая тема, кроме как отношения между А это не блогерами? тема про отношения про блогеров. Это тема... да, это вы Нет, это пытаетесь тема... что-то говорить, мое отношение к отношениям между блогерами. Мне это действительно не интересно. Вы меня не слышите? Я слышу вас. Отлично. Давайте еще раз я вам вопрос задам. Как вы считаете, вот пусть это просто будет, я спрашивала про блогеров, пусть это будет какой-то другой человек, который сказал какую-то фразу, после которой, которая, точнее, звучит как «я просто высказал свое мнение». Но после того, что он сказал, начинается какая-то травля или ненависть. Вы понимаете, это вопрос про что? ответственность. Вот здесь никакой ответственности нет. Господи, ну о чем? Эту фразу услышало там 10-15 человек. Какая тут к черту ответственность? Выражайте свое мнение. Иногда тут бывают интересные собеседники, с ними интересно побеседовать. И эту беседу слышат 2 человека. Мне не нужно дополнительные зрители или слушатели для этого, понимаете? То есть я вообще не понимаю, о чем речь. Никакой тут ответственности нет. Вы преувеличиваете или свою роль, или роль своего блогера какого-то, или еще кого-то. Это не так. Мгм. Я поняла. А вообще человек должен отвечать за то, что говорит? В жизни, да. А не в жизни. Это как это? А это развлекаловка. А вы считаете, это не жизнь, да? Я считаю, что это развлекаловка. Это платформа носит с собой развлекательный что? характер, без всякой То есть вы сейчас, находясь в рулетке, вы перестаете быть и мужчиной, и человеком. Я правильно вас понимаю? На такие высказывания я обычно сразу. Воздержитесь от такого рода А какие? высказываний. Я высказывания никакие не делала, я спрашиваю. Эдя Бандеровская. Какие больные люди. Здравствуйте. Как ваш ничего? Ничегоет. А как ваша? Ой, замечательно, на самом деле. Отлично. Ну, то есть у вас хорошее настроение, я правильно понимаю? Обычное. Обычное состояние. Обычное. Ну, отлично. Скажите, пожалуйста, у меня вот есть несколько к вам вопросов. Вы когда-нибудь наблюдали за какими-нибудь блогерами, может быть, за кем-то длительное время следите? Но только за коллегами. Ну, отлично. А вот как вы считаете, вы, наверное, можете мне на этот вопрос ответить? Как вы считаете, может ли блогер прикрываться фразой «я просто высказал свое мнение», если после его слов начинается какая-то травля или какая-то ненависть возникает? Смотря в каком контексте это. В каком бы то ни было. Ну, Ответьте, как вы это понимаете. Это очень не просто так ответить, потому что наш контекст понимать. А что сказали вообще кому? Нет, ну смотрите, если блогер высказывает какое-то мнение, которое вызывает ненависть и так далее, и потом прикрывается после этого, говорит, ну это же я просто свое мнение высказал. А то, что после его первых слов, например, в тех же комментариях, начинает подниматься волна хейта, там, ненависти или преследований в чей-либо адрес. Но это можно расценить как манипуляцию. Со стороны блогера. Да. Отлично. А как тогда вы думаете, должен ли он отвечать за последствия своих слов? Никто тут не отвечает за последствия. Я не говорю, отвечают ли они или нет. Я говорю, должен ли, по вашему мнению. Ну, по логике вещей должен, но это спросить невозможно. Хорошо. А тогда такой вопрос. А какая, по вашему мнению, опять же, должна быть степень ответственности для него? И в чем она может выражаться?
А это уже зависит от контекста сказанного. Ну, он же может наговорить на клевету какую-нибудь. То есть, если тот, про кого он наговорил, может его привлечь, ну, надо привлекать, почему То есть нет? вы считаете, что должна быть степень... Давайте я хотим по-честному, вот совсем половину вашей благосферы пересажать надо уже давно. Ага, очень интересно. Добрую половину. Хорошо. Да. Что ж, спасибо вам большое. Побегу дальше. Мне интересно еще мнение других людей. Вам хорошего Давайте, вечера. да. До свидания. Вас тоже. Так как вас зовут? Я думаю, Святослав. Святослав. Меня зовут Эля. Святослав, скажите, пожалуйста, а вы наблюдаете за какими-нибудь блогерами? Ну, слушайте, не так часто, но есть немножко. Бывает, да? Тогда у меня к вам прям вопрос. Как вы считаете, может ли блогер прикрыться фразой «ну, это я просто высказал свое мнение», если после ранее высказанных его слов поднимается волна там серьезного хейта, ненависти, травля какая-то идет или даже преследование? А к определенному человеку вы Ну, к имеете в виду? человеку или к группе людей. Ну, я считаю, что это неправильно. Отлично. Тогда еще такой вопрос. А должен ли он отвечать вот за последствия своих слов? Разумеется, считаю, что да, если пошла все-таки война хейта после именно определенного поста, не поста, там, высказывания, он должен за это отвечать полностью. Спасибо. А вот скажите, а тогда по-вашему, какая степень ответственности должна быть для него и в чем она может быть выражаться? Ну, смотрите, как вам общаться? Меня зовут Эля. Эля, смотрите, Эля, это мое личное субъективное Разумеется. мнение, да, что это должно караться уголовно на самом деле. Потому что наш век, он информативный, он цифровой, что должны добавлять статью на эту тему. Мгм. Это мое субъективное мнение, что он должен отвечать по закону, ну, прям, чтобы его суд наказывал. То есть, ну, может быть, не обязательно уголовно, вы, наверное, имели в виду, может быть, как в какой-то смысле административное? Пускай будет административно, но он должен за это отвечать, я считаю. Мгм. Потому что наш век сейчас такой, что да. Мгм. Хорошо, спасибо вам большое. Мне было очень интересно ваше мнение. Вам хорошего вечера. Ну, я побегу дальше. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эля. Как я могу к вам обращаться? Александр, Канада, Торонто. Александр. Очень приятно. А я из Москвы. Скажите, пожалуйста, Александр, а вы наблюдаете за какими-нибудь блогерами? Ну, или просто как бы, может быть, сами блогер? Нет, я не блогер, но наблюдаю за некоторыми российскими блогерами. Вас, кстати, вижу впервые. Отлично. Ну вот видите, мы с вами и познакомились. Скажите, пожалуйста, а раз уж вы так наблюдаете за блогерами, вот такой вопрос. Может ли блогер прикрываться фразой, ну, например, я просто высказал свое мнение, если после его, предположим, каких-то ранее сказанных слов возникает волна серьезного хейта или какая-то травля, или даже преследование? Ну, если человек имеет свое мнение и высказал как блогер, то есть в эфире, он имеет на это право. А хейтеров, вы знаете, да-да-да, я читаю комментарии у многих блогеров. О, да. Но в зависимости от творчества этого блогера. Ведь творчество обычно связано с брехней, с враньей, с ложью. А вот когда блогер говорит правду, вот тогда хейтеров бывает побольше. Мгм. Интересное мнение, спасибо. Тогда следующий вопрос. Должен ли он отвечать за последствия своих слов? Ну, он сказал, окей, вы говорите, что он может. Вот возникла эта волна хейта. Предположим, кто-то Перед хейтерами или что-то пострадали. Должен ли он отвечать за последствия своих слов? вот смотрите, опять же, если блогер сказал правду,
и на эту правду нашлись хейтеры, как вы говорите, то перед ними ему нет смысла отвечать. Пусть они за свой хейт отвечают, потому что правда, она есть такая, как есть. А вот то, что вы сказали, хейтеры, это творческие люди, это обманщики, это лжецы, вот, это фантазеры, это те, кто вымышляют что-либо. Ну, пока так. Хорошо, я вас поняла. Тогда еще такой вопрос. Какую вы видите степень ответственности, если она вообще должна быть, для блогера? Да, это должна быть, если человек говорит правду и доказывает ее фактически документами и так далее, он, разумеется, ну, как бы ответственен за это, и его никто не может в этом обвинить. Он правду говорит. А вот все остальные фантазеры, творческие люди, брехуны и так далее, вот с них надо спросить. Но тогда в чем должна выражаться это вот, спрос? Вплоть до уголовной ответственности. Мгм. Хорошо. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно, ваше мнение. Вам Но если вы из пятой колонны, вы должны ответить. что значит? Вы про меня сейчас? Ну, да, С чего вы? ваши вопросы, потому что ваши вопросы как раз из этой сферы, из сферы пятой колонны. Они пытаются избежать своей ответственности, и поэтому порой задают такие вопросы людям, чтобы понять, как народ реагирует на это. И я вам скажу, что народ реагирует негативно Ну, и требует порой ответственности. Недаром вы спрятались за маской. но я не прячусь за маской, это мой образ. Да ладно, вот так, вот знаете, вот вся пятая колонна именно так говорит. Это мой образ, я так вижу, это я, это мое личное, это и мое индивидуальное. Так не пойдет. Если даже это ваше индивидуальное, и вы врете, вы должны за это ответить. За что я должна ответить, по вашему мнению? Но пока на сегодня вот из того, что мы с вами выяснили, Мгм. вот, разумеется, мы просто поговорили об ответственности того или другого персонажа. Я Ну, я спрашивала вас никогда не видел до я спрашивала я вас до этого никогда не видел и не знаю, о чем вы вообще-то говорите. Но исходя из тех вопросов, которые вы задали, я думаю, что вы не российский государственник. Быстрее всего, вы член пятой колонны. вы имеете право на свое мнение. Да, да, да. А вы на свое, но в пределах закона. Разумеется. Бай-бай. Всего С доброго. вами не было очень интересно. Здравствуйте, Ваган. Здравствуйте, знакомое лицо. Да, совершенно верно. Мы с вами уже дважды общались. Как ваше настроение сегодня? Знакомая масочка. Да. Настроение. Да, слава богу, мы сегодня библейские чтения мы читаем. Да. Ваган, скажите, пожалуйста, можно прям вам буквально 3 вопросика? Давай. Да, спасибо. Как вы считаете, вот может ли, имеет ли право блогер прикрываться фразой, ну, такой: "Я просто высказала свое мнение"? Если после ранее сказанных им слов поднялась там, например, волна хейта или пошло преследование в адрес кого-то, или даже, может быть, группы людей. Мгм. Ну, я прошу прощения, как вас зовут? Меня зовут Эля. Эля. Прекрасное имя. Хороший вопрос. Эля, здесь ответить однозначно невозможно, потому что надо конкретный случай увидеть и тогда дать моральную оценку ну, этому блогеру или этому высказыванию, ну и так далее. Так общие правила, вот кто-то сказал, это мое мнение, после пошло хейт, пошел бардак, вот он не имел ли он права так сказать. Но надо понять, что он говорил, по какому поводу, потому что хейт может пойти и независимо от него.
Нет, да? ну я имела в виду, смотрите, вот есть какой-то был, предположим, диалог, после которого поднялась волна какого-то хейта, или пошел какое-то преследование, или какая-то ненависть возникла. И вот после этого блогер говорит, ну а я тут при чем? Я просто высказал свое мнение. Ну вот мне надо услышать это мнение, потому что мнение может быть дебильное, я прошу Ну, прощения. хорошо. И вот Мгм. это, а есть подобные люди. И каждый отхватит от него, потому что он вещатель, все слушатели. Своим словам нужно дать определенный вес, ответственность. Вот. Так учит Священное Писание. Язык, не все, говорит апостол Иаков, старайтесь быть учителями, и он на этом требовании показывает, какое значение имеет человеческий язык, речь, сказанное. И вот эта сказанная информация, она идет и работает дальше. Поэтому кто его пустил, он имеет долю ответственности в Отлично, этом. это как раз и был мой второй к вам вопрос. Вот должен Да. ли он нести эту ответственность за свои слова? Предположим, вот блогер должен нести ответственность за свои слова? Насчет блогера я не знаю. Во-вторых, ну непонятно, де юра или де факто, что значит ответственность нести. Ну и в-третьих, с моральной точки зрения, конечно, он ответственен за то, что он сказал, объяснил, высказался, там, настаивал, что-то аргументировал, да, там. Это все относится к зоне ответственности. Но какая должна быть эта ответственность? Это такой очень такой спорный вопрос. Я думаю, просто нужен конкретный случай, чтобы понять, дать оценку. Ну, понимаете, как, таких случаев, конечно, можно, как говорится, долгое время разбирать там какой-то один случай, потом будет какой-то другой случай. Я говорю о том, что в общем, понимаете, блогеры, как все-таки лидеры общественного мнения, они все-таки влияют на умы людей. И они как-то, знаете, как бы, ну, могут даже в каком-то смысле управлять умами людей. Вы так не считаете? Ну, вы понимаете, в чем дело? Человек может не то чтобы, я бы сказал, управлять, а иметь Ну, воздействие на я говорю умы людей. влиять. Вы сказали управлять. Ну хорошо, влиять я имела в виду. Да-да-да. Да, потому что управлять – это замысел, умысел, да. Вот. А влиять, конечно, воздействовать есть. Ну, в общем, смотрите, то, что человек сказал, да, объяснил, объявил, с моральной точки зрения за ним сохраняется ответственность. По-любому. С Скажем так, хозяин о морали, Бог с него спросит. Скажем Да. так. Вот. Но здесь надо понять, что он говорил, каким умыслом и по какому поводу, и чем он аргументировал, то есть чем он руководствовал. Здесь нужен частный случай. Я вас Но в понимаю. любом случае, да, Я вас то есть понимаю. так сложно. Если вы скажете, о чем идет речь, я Нет, скажу. я имела вообще, в принципе, знаете, как о том, я спрашиваю, что я наблюдаю в последнее время достаточно низкий уровень ответственности в принципе у людей, а особенно у людей, которые выходят вот в какое-то, ну, там, медийное пространство, в ту же рулетку в виде ведения там вот блогов, да, там, или как вот каналы ведут, да. Все-таки они так или иначе имеют своих подписчиков, своих зрителей. И вот, как вы Да, правильно сказали, они имеют влияние на них. То есть и конечно. это своего рода власть. А власть должна... Власть слова. Да, Но власть слова. послушайте, слово – это самое сильное, что на нас влияет. Словом мы можем как возвысить человека, так и ввергнуть в бездну страданий. Конечно, конечно. Здесь просто, если вы имеете в виду, надо фильтровать свою речь, я не возражаю, конечно.
Вот. Ну, это понятно. Знаете, как говорится, но это постулат, который, знаете, как все знают, но не все применяют. Почти никто не применяет. Ну, я более мягко сказала. Да. Да, люди говорят, выражаются, ругаются на ровном месте, обвиняют всех тех и так далее. Они говорят, знаете, есть ключ, я вам дам, вообще, как на это смотрит Бог. Потому что меня это интересует в первую очередь. Понимаю. Потому что в итоге спрос будет с его стороны. В итоге. Главный спрос. Да. Все мы пройдем через суд Божий. Все. Никто не отмажется. Смотрите, сказано так. Если коротко, Бог судит помышления и намерения сердечных. Вот Бог судит даже не то, что ты сделал, а с какой целью ты это делал. Какой у тебя был мотив помышления и намерения сердечных. Хорошо, но это, как говорится, это он спросит, когда человек покинет этот бренный мир и уйдет в иной мир. Не обязательно. Может и при жизни с него спросить. Например. То есть, например, я могу вам что-то сказать, что-то вам предложить, внешне очень, так сказать, порядочную тему мы можем обсудить, но мой скрытый замысел вы не видите, а Бог видит. Так. И я могу завтра получить по шее или после. Здравствуйте. Как ваше настроение? Сегодня писал. Очень рада слышать. А вы откуда? Аризона, Соединенные Штаты. А я из Москвы, из России. Шикарное место. Согласна. И я с этим согласен. Скажите, а вот хотела вам вопросик задать. Скажите, вы блогеров смотрите? Ну или как хотя бы за кем-то следите? Ну, иногда бывает такое. Ага. А как вы считаете, блогер может ли прикрыться фразой, что, ну, я просто высказал вот свое мнение, если после его слов начинается какая-то, например, или ненависть подниматься, или какое-то преследование, или травля? Но я могу вот так вам сказать. Блогеры не обладают такой ответственностью, наказанием за это, то, что они делают, прикрываясь тем, что они вот мы не публичная печать, мы не средство массового вещания, мы блогеры. Мы и не там, и не здесь. Мгм. Мы и не знаем, мы и не с ними, и не с вами. Мы между ними. До сих пор сейчас не существует правил, которым можно привлекать, распространяют правду или неправду. Мгм. Но, по вашему мнению, он должен отвечать вот за последствия своих слов? Папа? Абсолютно, 100%, абсолютно. Прям на 1000% это. Потому что я очень часто замечаю и вижу людей с определенным знанием. Те люди, которые распространяют, как правильно это выразить, заведомо ложь распространяет и знает, что они это делают, и продолжает это делать, и убеждает в этом. Мгм. Ну, вот вы говорите, что отвечать должен. А как по-вашему, вот какая должна быть степень ответственности? Или в чем она должна выражаться? Ну, это, как бы точнее выразиться. Я бы сказал бы так, что это относится к распространению, как вот телевидение, все, что касается в IT-технологий, распространения информации. Все те же самые законы Уголовного кодекса распространяются на этих людей. Эти люди сразу научатся разговаривать правильно, первое. Второе, берут всю ненормативную лекцию своего диалога,
своей речи, и сразу вы уберут из своей речи вымыслы, помыслы и догадки. Мгм. Ну, то есть, понимаете, я так правильно вас понимаю, что это получается, что пока человек не почувствует реально вот эту вот ответственность, да, которая будет вот, ну, там в каких-то законодательных актах, да, или что-то такое вот выражаться, то к нему не придет осознание вот той самой ответственности, которую человек должен на себя брать сам. Ну, потому что, как считается, ответственность – это то, что человек добровольно принимает на себя сам. Это обязанности на нас возлагают там государство или кто-то еще там. Ну, понимаете, как бы так аккуратно говорить так, люди зачастую не понимают, что на публику говорят потому что у блогеров огромное количество. И не только блогеров, и просто таких вот, как ТикТоки, это как бы личное тоже пространство. Они даже не задумывают слова, те, которые произносят, какой они смысл несут. Сам смысл этих слов. Понимаю. И это наносит просто колоссальный ущерб даже тех, которые слушают его, и они погружаются в то же информационное поле, в котором он сам находится. И они становятся такими же проводником, как и он. Только это становится огромное количество. Это реально колоссальная проблема. Вот просто реально колоссальная. Что ж, спасибо вам большое. Я вот сегодня вот решила такой небольшой опросик устроить. Хотелось бы просто вот услышать мнение людей, которые вот просто приходят в рулетку или просто наблюдают за какими-то блогерами. Вот. У меня иногда бывает общение с людьми, и я им задаю некоторые вопросы интересные, на которые пытаюсь услышать ответ. Вот у меня с 4-м измерением и с другими блогерами много записано роликов. Я, в принципе, такие целенаправленные, правильные вопросы. Что такое правда? Что такое покаяние? Что такое грех? Что такое ложь? Вот эти все вопросы, и я многим людям их задаю, и совершенно разные картины нарисованы разными красками. И интересно прям наблюдать. Я тоже вот то, что вы сейчас продемонстрировали, я, в принципе, то же самое делаю. Пытаюсь понять, насколько мир деградирует просто вот так, почти вертикально. Что ж, очень рада, что нашла в каком-то смысле единомышленника. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте. Всего доброго вам, Хорошего хорошего вечера. До свидания.